Меня зовут Николай Гладких, я заведующий библиотекой культурного центра ЗИЛ. Я работаю здесь почти с момента реорганизации культурного центра. И вот около 2 лет занимаюсь библиотекой. Меня зовут Эмилия Старачевская. Я чуть больше года работаю руководителем образовательного и общественного центра культурного центра ЗИЛ. До этого я работала проектным менеджером здесь же. И тоже, наверное, практически с момента реорганизации, где-то с декабря 2012 года, работаю в культурном центре ЗИЛ. Дворец культуры Пролетарского района, как он назывался сначала, начали строить на рубеже 20-х и 30-х годов. Это первый в Москве и первый в Советском Союзе дворец культуры вообще. Самый большой. Самый большой в Москве и один из самых крупных в Союзе. Модернизация этого места началась в феврале 2012 года. Департамент культуры правительства Москвы озадачился тем, что на балансе его находится около сотни, больше сотни, сначала было 88 с присоединением Новой Москвы, больше 100 дворцов и домов культуры, которые фактически находятся в состоянии такого полуупадка. То есть в этом смысле название этой книжки «Декаданс», да, оно двусмысленно, оно играет сразу двумя значениями. Это танец дворцов культуры, да, и это декаданс, это упадок, вот, в который они пришли в постсоветское время, если они были предметом заботы власти, пока это был такой воспитательно-пропагандистский институт, то в 90-х годах они оказались, в общем, фактически никому не нужны, и какая-то часть их исчезла совсем, кто-то перепрофилировался, в общем, там каждый выживал как умел. Ну, на самом деле, вот даже первая фотография, она откинула меня, на самом деле, на 10 лет назад, когда я активно занималась экспедиционной практикой и ездила по селам и весям, там, где даже нет автомобильных дорог, в фольклорно-этнографические экспедиции. Еще тогда обратили мы внимание, что Дом культуры — это такое единственное фактически место, помимо там церкви, если кто-то является, да, прихожанином, которое притягивает людей, собирает людей вместе в каких-то форматах, иногда очень таких уже совсем даже не современных, да, в Москве, может быть, такого и не встретишь, там, вечерки, чаепития с бубликами, да, но где вот бабушки, там, молодые люди могут встречаться, это фактически единственное такое место. И вот эта первая фотография, она как раз и говорит, что на самом-то деле люди возле ДК, они тусуются, то есть они приходят, да, вот по старой памяти, либо действительно потому, что это единственное место в городе, деревне, где можно укрыться, где возле старых разрушенных колонн, да, многие фактически выросли в кружках, в которые они ходили. Да, либо детства, по старой там, памяти, да, действительно. Это такая нахоженная тропинка на самом деле, да, такая протоптанная дорожка. Эта книга говорит о советском отношении к культуре, когда культура была областью пропаганды. Как только пропаганда перестала быть главной целью государства, она, в общем, потеряла всякий смысл и значение и потеряла интерес. Мы все-таки живем в 21 веке, когда культура понимается как важнейший инструмент не просто и не только воспитания масс, но и самая живая, самая креативная часть экономики. Пространство определяет очень многое в человеческой жизни, его устройство и организация. И оно само может создавать и позитивное настроение, и чувство безвыходности, чувство, что из этого пространства никуда не выйти за его пределы. Вот,
Этот альбом, он, конечно, рассказывает о тупике. И он и на лицах людей, и в самой перспективе картинки. Да, наверное, ведь дом культуры — это такое общественное пространство, которое равно государству. То есть если ты у себя дома можешь привести в порядок, повесить белые занавески, наверняка эта милая женщина, у нее все хорошо дома. У нее там чистые, вымытые дети, прекрасный муж, и в тех возможностях, которые у нее есть, у нее уютно, да, то, что ты говорил про пространство. Но вот с этой ситуацией она не в силах совладать. Все, что она может, это подставлять тазики и ждать. Вот это, мне кажется, об ожидании. Вот об остановленном времени и о таком слишком затянувшемся ожидании.